Жила-была милая маленькая девочка, которая внезапно исчезла после того, как ее родители, Рик и Сара, пошли с ней в парк. Только что они видели ее на детской площадке, а в следующую секунду она исчезла. Буквально исчезла. После 10 лет отсутствия она внезапно появилась на пороге дома своих родителей. Мать Эмили чуть не упала в обморок, когда увидела ее. Эмили воскликнула: «Мама, мне нужно тебе кое-что сказать». Мать Эмили, Сара, недоверчиво посмотрела на свою дочь. «Это действительно ты, Эмили?» — спросила она, и слезы покатились по ее щекам. Она не видела свою дочь с тех пор, как то исполнилось 5 лет. Она сильно изменилась, но Эмили сразу узнала свою мать. «Да, мам, это я. Я дома». Сара обняла Эмили и разрыдалась. Она позвала своего мужа, и он тоже не поверил своим глазам. «Но как?» — спросила она, не веря своим ушам. «Девочка моя, как такое возможно?» Эмили позволила всему этому случиться в погружении. Она ждала этого момента 10 лет и вот, наконец, оказалась дома. Но для нее это было не так-то просто. За последние годы она через многое прошла и упорно боролась за то, чтобы вернуться к своим родителям, всегда помня о них как о мотивации, чтобы выжить, какой бы ужасной ни была ситуация. И теперь, когда она, наконец, была в безопасности, она почувствовала, что готова рассказать свою историю. Все началось в тот день, 10 лет назад, когда ее родители повели Эмили в парк. Было уже далеко за полдень, и Рик с Сарой вывели свою дочь на улицу. Рядом с их домом был парк, и они часто его посещали, поэтому позволяли Эмили свободно гулять, а сами садились на скамейку и наблюдали за ней. Эмилия играла на горке и в обезьянках и все время была дома. Но ее родители допустили одну маленькую ошибку. Они так часто бывали в этом парке, что поверили, что с ней не случится ничего плохого. Они потеряли свою дочь из виду, смеясь и разговаривая с соседкой. Разговор был коротким, не более 2 минут, но этого было достаточно. Рик оглянулся на игровую площадку, но Эмили там не было. Его охватила паника, когда она вскочила и стала бегать кругами по игровой площадке, выкрикивая имя его дочери. Следующие несколько минут Рик и Сара провели в полной панике. Соседи вместе с ними обыскали окрестности, но Эмили нигде не было видно. Сара знала, что ее кто-то похитил, поэтому они немедленно вызвали полицию. Тем временем Эмилия оказалась в ситуации, из которой она не сможет выбраться в течение следующих 10 лет. Эмили слышала, как родители кричали, чтобы она вернулась, но она не могла ответить. Человек, который забрал ее, зажимал ей рот рукой, пока она плакала в задней части своего фургона. Она попыталась укусить его, но у него были слишком толстые перчатки. Он открыл раздвижную дверь и втолкнул ее внутрь. Мужчина помчался прочь и даже проехал мимо родителей Эмили, но они были слишком напуганы, чтобы заметить это. Эмили забарабанила маленьким кулачком по заднему стеклу фургона и закричала изо всех сил, но ее никто не услышал. Слезы катились по ее щекам, когда она смотрела, как ее родители превращаются в маленькие точки вдали. С этого момента она была в режиме выживания. Похититель ехал, казалось, целую вечность, а когда наконец остановился, на улице уже стемнело. Мужчина вышел из фургона и оставил Эмили внутри на несколько минут. Она посмотрела в заднее стекло, пытаясь разглядеть что-нибудь, но ничего не увидела. Уэйн. Эмили заметила 2 человек, стоявших на другой стороне улицы. Она начала кричать, надеясь, что они услышат ее, но они даже не вздрогнули. Внезапно дверь фургона распахнулась, и похититель ворвался внутрь. Он немедленно завел машину и умчался. «Тихо!» — он закричал на нее. Эмили поняла, что все кончено. Они ехали еще несколько часов. На улице было уже совсем темно, когда они, наконец, добрались до места назначения. Мужчина открыл дверцу фургона и схватил Эмили за руку. Он вытащил ее из машины. Эмилия огляделась, но все, что она могла увидеть, был пустой, темный лес. Они вошли в маленькую деревянную хижину. Там пахло испорченными продуктами, а внутри было много пустых коробок из-под пиццы.
Мужчина открыл люк в земле, который вел в подземный погреб. Он сбросил Эмили с лестницы и снова закрыл люк, оставив ее одну. Эмили чувствовала себя опустошенной, но это еще не конец. Эмили огляделась, пока ее зрение привыкало к темноте. Она смогла разглядеть тонкий матрасик на полу и ведро в углу комнаты. Она была достаточно мала, чтобы стоять на ногах, поэтому остановилась у стен, чтобы пощупать, нет ли там окон, но их не было. Эмили бросилась к лестнице и карабкалась вверх, пока не добралась до люка. Она попыталась открыть его, но он был заперт с другой стороны. Она ударила по нему кулаком, но испугалась, когда похититель в ответ наступил на люк. «Заткнись!» — крикнул он ей. «Выпусти меня!» — крикнула она в ответ. Похититель держал ее в подвале, как ей показалось, около месяца. Там не было окон, поэтому было темно 24 часа в сутки. Из-за этого она потеряла счет времени. Он открывал люк только для того, чтобы бросить ей еду, чтобы она могла поесть, или дать миску с водой. Однажды люк открылся и, к удивлению Эмили, так и остался открытым. Она медленно поднялась на ноги. Ее одежда была грязной от земли, и от нее пахло потом и слезами. Она поднялась по лестнице, и ей пришлось прищуриться из-за света. «Как тебя зовут, малышка?» Эмили несколько раз моргнула и посмотрела на мужчину, который ее похитил. «Эмили», — сказала она, — «пора прибраться», — сказал он с ухмылкой на лице. «Я наполнил тебе ванну». Эмили была смущена этим, но последовала за ним в ванную. Мужчина велел ей раздеться и быстро принять ванну, но, к удивлению Эмили, он вышел из комнаты и запер ее за собой. Эмили немедленно переключилась в режим бегства и огляделась по сторонам. Там было маленькое окошко, но оно находилось слишком высоко, чтобы она могла до него дотянуться, и, к сожалению, не было никаких острых предметов. Она не хотела расстраивать мужчину, поэтому разделась и приняла ванну сама. Она вымыла голову и снова начала чувствовать себя немного нормально. Может быть, этот человек, в конце концов, был не так уж плох. Но это именно то, что он хотел внушить маленькому наивному уму. Эмили вылезла из ванны и надела чистую пижаму, которую он оставил для нее. «С меня хватит», — сказала она дрожащим голосом. Она услышала несколько щелчков, когда замок открылся, и увидела, как дверь медленно отворилась. «А, ты нашла пижаму, которую я тебе оставил. Она тебе нравится?» — спросил он ее. «Да, спасибо вам». Лицо похитителя просветлело, когда он услышал эти слова, но он был не так мил, как казался. В первые несколько лет пребывания Эмили в плену она думала, что этот человек лучше, чем она думала, но, когда Эмили стала старше, она сразу поняла, что он затеял. Он следил за тем, чтобы Эмили всегда была чистой и одевалась в белые платья, похожие на кукольные. Она должна была подчиняться ему и делать то, что он просил. Он избивал ее и бросал обратно в подвал, если она отказывалась. Это была его любимая угроза – бросить ее в подвал, потому что он знал, как сильно она это ненавидит. Поэтому, боясь получить травму, она слепо подчинялась ему. Ей приходилось спать рядом с ним, и по мере того, как она становилась старше, ей приходилось готовить и убирать за ним. По мере того, как она становилась старше, мужчина становился все более агрессивным. Прошло почти 10 лет с тех пор, как она попала в плен. Сейчас ей было около 16 лет. Она выросла в неволе, и это казалось ей нормальным. Она ничего не знала о жизни за пределами хижины, пока однажды что-то не изменилось. Однажды похититель оставил ее одну в хижине. Иногда он так поступал, но на этот раз все было по-другому. Обычно он прятал пульт от телевизора, чтобы у нее не было возможности развлечься. Но сегодня он забыл, и Эмили возблагодарила Бога за это. Эмили наблюдала, как он закрыл за собой дверь, и сразу же схватила пульт. Дистанционный. Она понятия не имела, как это работает, потому что никогда раньше не пользовалась электроникой. Она нажала на кнопки в верхней части пульта, и телевизор включился. Она с изумлением смотрела на экран, не понимая, на что, собственно, смотрит. Но несколько мгновений спустя этот новостной канал спас ей жизнь.
Она увидела двух человек, которые сидели за столом и разговаривали о пропавшей девочке. Эмили подумала о том, что, возможно, переживает бедная девочка. Присмотревшись, она увидела то, что навсегда изменило ее жизнь. И она не могла в это поверить. На экране появились мужчина и женщина. Они рассказали о пропавшей девочке и показали ее фотографию. С того дня, как она пропала, сердце Эмили учащенно забилось, когда она внимательно наблюдала за происходящим. Ей показалось, что у нее началась паническая атака, но она не отрывала глаз от экрана телевизора. Внезапно она увидела фотографию того, как девушка выглядела бы сегодня, и она была очень похожа на нее. Эмили не могла поверить своим глазам. Она была сбита с толку и потрясена. Она глубоко вздохнула и закрыла глаза, когда внезапно осознала, что происходит. Ей нужно было сбежать как можно скорее. Эмили выключила телевизор и спрятала пульт. Ее тело наполнилось адреналином, когда все старые воспоминания нахлынули на нее. Она знала, что ее похититель может вернуться в любую минуту, поэтому ей нужно было действовать быстро. Она хотела вернуться к своим родителям и сказать им, что она все еще жива, несмотря на то, что прошло столько лет. Она осмотрела все окна, чтобы убедиться, что ее похитители оставили какие-то из них открытыми, но, к ее разочарованию, все были заперты. Ей нужно было действовать быстро. Итак, Эмилия искала любую возможность покинуть это ужасное место. Обыскивая кухню в надежде найти какое-нибудь оружие, они всегда пользовались пластиковыми ножами, поэтому в кухонных ящиках не было острых предметов. К этому времени она услышала, что машина подъезжает все ближе и ближе. Она лихорадочно огляделась по сторонам и, наконец, что-то нашла. Это определенно помогло бы ей сбежать из этого места. Там, под диваном, она увидела торчащую металлическую трубу. Она подбежала к нему, схватила и спрятала за дверью. Ее сердце бешено колотилось, когда она поняла, что это ее единственный шанс выбраться отсюда. Она должна была сделать все правильно с первого раза, иначе игра была бы окончена. Эмили крепко жала трубку, прислушиваясь к его шагам, которые становились все ближе и ближе к двери. Гравий хрустел под его тяжелыми ботинками, и она знала, что он может войти в дверь в любую минуту. Все происходило как в замедленной съемке. Дверная ручка медленно повернулась, и дверь открылась. Мужчина вошел в дверь, и прежде чем он успел что-либо предпринять, Эмили без колебаний ударила его металлической трубой по голове. Эмили увидела, как мужчина упал на пол. У нее не было времени на раздумья. Она тут же босиком выбежала на улицу и бросилась бежать, спасая свою жизнь. Она побежала вглубь леса так далеко, как только могла, но не знала, в каком направлении бежать. Она просто бежала наугад, надеясь увидеть других людей. Каждый звук, который она слышала, пугал ее. Эмили понятия не имела, преследовал ее похититель или нет, поэтому ей приходилось быть очень осторожной. Она просто надеялась, что в конце концов встретит людей, которые смогут ей помочь. Следующие несколько дней она бродила по лесу и, наконец, добралась до заправочной станции. Все, что она знала, это свою жизнь в хижине. Поэтому, когда она увидела заправочную станцию, она немного заколебалась. Она не знала, с чего начать, но взяла себя в руки. Яркий свет напугал ее, но она знала, что ей нужно поесть. У нее уже некоторое время урчало в животе. Как только она вошла, то почувствовала, что все взгляды устремлены на нее. Она схватила пакет с чипсами и начала есть, но через некоторое время к ней подошла женщина. Она спросила Эмили, все ли в порядке, но по выражению ее лица было ясно, что она что-то заподозрила. Эмили посмотрела на женщину с грустью в глазах. Она не знала, можно ли ей доверять, но она выглядела так мило. Эмили наконец-то впервые в жизни почувствовала себя в безопасности. Как только она открыла рот, чтобы рассказать женщине обо всем, она разрыдалась. Женщина взяла Эмили на руки и отвела в подсобку. Там она села и дала ей воды и одеяло. Затем женщина позвонила в полицию и попросила их немедленно приехать. Это было срочно.
Вбежали полицейские, спросили, как ее зовут, и отвезли домой, как только она это сказала. Она почувствовала огромное облегчение от того, что наконец-то снова смогла увидеть своих родителей. «И теперь я твоя мама», – тихо сказала она. Мать Эмили заплакала, и до нее все дошло. Она крепко обняла дочь, когда ее муж впустил полицейских в дом. Оба родителя Эмили были в шоке, потому что думали, что она, вероятно, мертва. Полиции пришлось доставить Эмили в полицейский участок для допроса, но сначала они хотели воссоединить ее с родителями. Итак, Эмили и Рик пришли со своей дочерью в участок и наблюдали, как она делала заявление. Эмили была очень потрясена и спросила полицейских, не арестуют ли они мужчину, который сделал это с ней. Они пообещали ей, что сделают все, что в их силах, чтобы остановить этого человека и привлечь его к ответственности. И после того, как Эмили предоставила всю информацию, полицейские смогли выследить ее похитителя и арестовать его. Эмили провела остаток своей жизни со своими любящими родителями и, повзрослев, стала частным детективом. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!